Всем привет, меня зовут Наталья, и я рада вас приветствовать на своем канале «Вкусно, просто, быстро». Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом невероятно вкусного мега-шоколадного торта. Торт приготовлен из бархатного шоколадного бисквита и нежного шоколадного крема. Готовится просто и легко, получается высоким и красивым. Любителям шоколада непременно понравится его вкус. Данное количество ингредиентов рассчитано для торта размером 20 на 19 см, высотой 8 см и весом килограмм 800 граммов. Давайте приготовим. В чашу просеиваем 240 граммов или 12 столовых ложек без верха пшеничной муки, 60 граммов или 6 столовых ложек без верха какао-порошка. Добавляем 250 граммов или 12,5 столовых ложек без верха сахара, 10 граммов или 1,5 чайной ложки соды, 3 грамма или пол чайной ложки соли. Перемешиваем до однородного состояния. Добавляем 280 граммов или миллилитров молока комнатной температуры, 60 граммов или 6 столовых ложек растительного масла, 60 граммов растопленного сливочного масла, 2 яйца. Перемешиваем все миксером или венчиком до однородного состояния. Взбивать ничего не надо. При желании данный торт можно приготовить без миксера. Добавляем 14 граммов или 1 столовую ложку 9% уксуса. Перемешиваем до однородного состояния. При желании 1 столовую ложку 9% уксуса можно заменить 2 столовыми ложками свежевыжатого лимонного сока. Соберем тесто со стенок и перемешаем по дну. Вот такое получается тесто, оно ленточкой стекает с лопатки. Я выпекаю бисквит на противне размером 40 на 32 см. Противень застелила тефлоновым ковриком, можно застелить пергаментной бумагой. Выливаем тесто на противень и равномерно разравниваем. Чтобы тесто распределилось равномерно, я провожу шпажкой спирали. Убираем выпекаться в предварительно разогретую духовку. Выпекаем при температуре 180 градусов ориентировочно 15 минут до готовности. Готовность бисквита проверяем деревянной шпажкой. Прокалываем, если она выходит сухой, без остатков мокрого теста, значит бисквит готов. Пересушивать бисквит не надо. Сразу обрезаем края у бисквита. Обрезанные кусочки нам пригодятся позже, мы ими обсыпем бока торта и украсим торт сверху. Бисквит разрезаем на коржи. Я вырезаю 2 коржа размером 20 на 19 см и 2 коржа размером 10 на 19 см. Оставляем коржи на столе и приготовим шоколадный крем. Разогреем в микроволновой печи или на водяной бане 200 граммов черного шоколада с содержанием какао 50%. Размешиваем шоколад до однородного состояния и оставляем на столе. К 600 граммов сметаны добавляем 40 граммов или 4 столовые ложки без верха просеянного какао и 120 граммов или 6 столовых ложек без верха сахарной пудры. Перемешиваем до однородного состояния, сахарная пудра и какао должны полностью раствориться. Для крема я использую сметану жирностью 20%, но можно брать и более жирную сметану. По желанию сметану можно заменить густым натуральным йогуртом. Добавляем ранее растопленный шоколад. Хорошо все перемешиваем миксером или венчиком до однородного состояния. Крем готов, он очень вкусный, имеет насыщенный шоколадный вкус и после стабилизации отлично держит форму. Сразу отложим 2 столовые ложки крема. Этим кремом в конце обмажем бока торта. А пока этот крем убираем в холодильник. Сформируем торт. Выкладываем первый корж на тарелку, устанавливаем разъемную форму и ацетатную пленку. Делим визуально крем на 3 части и покрываем первый корж 1/3 частью крема. Крем равномерно разравниваем. На крем выкладываем второй корж. Второй корж у меня состоит из 2 половинок.
Корж слегка придавливаем. Корж покрываем следующей 1/3 частью крема. И таким образом формируем торт из 3 коржей и 3 слоев крема. Друзья, у меня на канале есть много разных рецептов домашних тортов, приготовленных как с выпечкой, так и без выпечки. Как шоколадных, так и не шоколадных. Есть рецепты постных тортов и рецепты тортов без муки. Если вы еще не определились с рецептом торта, который хотели бы приготовить, то я вам советую посмотреть мои плейлисты. И возможно вы найдете в них торт, который хотели бы приготовить. На третий корж выкладываем оставшийся крем и крем равномерно разравниваем. Накрываем торт пищевой пленкой и убираем в холодильник пропитаться и стабилизироваться примерно на 5-6 часов. Я обычно убираю на ночь. Охлажденный торт освобождаем от формы и ацетатной пленки. Обмазываем бока торта ранее отложенным кремом. Обрезанные кусочки измельчаем в крошку. И посыпаем крошкой бока торта. Сверху я украшаю торт мягким шоколадом. Для этого надо растопить в микроволновой печи или на водяной бане 30 граммов шоколада. У меня шоколад с содержанием какао 50%. К растопленному шоколаду добавляем 1 десертную ложку растительного масла и перемешиваем до однородного состояния. Перекладываем в кондитерский или пищевой пакет. В пакете делаем маленький срез с уголка и украшаем шоколадом торт сверху. Я рисую шоколадом сеточку в виде квадратиков. В середину каждого квадратика насыпаю немного бисквитной крошки. И каждый квадратик покрываю легкой шоколадной сеточкой. В конце рисую шоколадом обрамление по краю торта. Торт готов, его можно подавать к столу. Советую вам его приготовить. Торт очень вкусный, мягкий, нежный и при этом имеет насыщенный шоколадный вкус. Готовится очень просто и легко, прекрасно подойдет как для домашнего чаепития, так и для встречи гостей. Если вам понравился рецепт, тогда делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, мне будет очень приятно. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения!